Планируемая на 31 августа встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена будет бесспорно одним из ключевых событий внешнеполитической повестки в мире на следующей неделе, итоги которой окажут влияние на дальнейшее развитие ситуации в регионе на ближайшие годы. Безусловно, за роль главного разыгрывающего ведут борьбу как Россия, так и США. Но несмотря на это, ключевую роль в этой внешнеполитической схватке будет играть Украина и ее народ. Многие обратили внимание на высказывание президента США в те дни, когда весь мир начал следить за трагическими событиями в Кабуле. Тогда глава Белого дома произнес важные слова, которые будут определять внешнеполитическую стратегию США. Американские военные не могут и не должны погибать в войне, в которой афганские силы не готовы бороться за себя. Весь мир видит, как сражается за свою независимость украинский народ, как важны ценности суверенитета, свободы выбора и самостоятельного определения будущего развития своего государства. Но это абсолютно не значит, что вооруженные силы США придут на украинскую территорию, чтобы помочь украинцам в их борьбе за независимость. Что ждут в Вашингтоне от Зеленского? Думаю, что главного – четкого позиционирования демократических устремлений украинского народа и властей Украины, а также стойкости в отстаивании своих прав на территориальную целостность. Эти два фактора, наравне с конкретными действиями по борьбе с коррупцией, последовательностью в экономических реформах, реальным разделением властей, свободе СМИ и другими действиями, падают на уникальную, благодатную почву консенсуса в Конгрессе США. Демократы и республиканцы сформировали единую политическую волю перейти к реальным действиям по поддержке Украины. Думаю, что в ответ Украине стоит ожидать четкой позиции, что в случае дальнейшей эскалации России конфликта на востоке Украины США пойдут на масштабную поддержку как военно-консультативного характера, советники, финансовые ресурсы и так далее, так и используют инструмент мощнейших санкций, которые могут быть введены на нефтегазовые российские компании, приведут к отключению России от SWIFT и иные торговые меры противодействия оккупации территории Украины. Россия после иллюзий сдачи позиций США в Афганистане и якобы дипломатической победы над слабой позицией на переговорах Путин-Байден в Женеве усиленно увеличивает свое военное присутствие на Донбассе, спешно стягивая туда российские частные военные компании даже из Африки. Одновременно Россия наращивает свое тактическое, а в планах, безусловно, стратегическое военное присутствие в Беларуси. Под предлогом военных учений «Запад-2021» в Гродно с 28 августа начато формирование учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и ПВО. А с 3 сентября в рамках формирования учебно-боевого центра в Барановичи прибывает авиационный полк истребителей Су-30 Воздушно-космических сил России. Сотрудники ГРУ Минобороны России уже в Беларуси и чувствуют себя как дома. В то же время в Москве вовсю работает координационный центр по Белоруссии, который создает систему контроля над вооруженными силами и силовыми ведомствами нашей страны, Республики Беларусь. То, о чем говорили еще весной 2021 года, становится реальностью. Как минимум 2 военные базы России, дополнение к 2 ранее существовавшим объектам вооруженных сил России, появились на территории нашей Беларуси. Кто и каким правом принял это решение, когда легитимной власти в Беларуси с 5 ноября 2020 года нет? В любом случае, даже отменять эти соглашения нам не придется, так как они изначально с точки зрения права ничтожны. Что белорусам ждать от Украины? Мы видим, как Украина, сражаясь за свои ценности суверенитета и принципы демократии, апеллирует к демократическому миру о поддержке. В свою очередь, не получая ее в ожидаемом размере, проходит внутренние противоречия и демотивацию в своей вере в реальность эффективной поддержки со стороны ЕС.
Такой же путь проходит сегодня и белорусский народ, с одним лишь отличием, что узурпировавшая в Беларуси власть группа граждан готова распродать суверенитет страны ради того, чтобы один диктатор избежал международной уголовной ответственности, а самим не стать мясом в его мясорубке тирании. Проходящий этот сложный этап, белорусы также могут рассчитывать на еще большую солидарность реальными действиями со стороны Украины, чем она сейчас получает таковую от демократических стран. Украина — это, если хотите, один из замков в дверях, которые своим ключом должен открыть именно белорусский народ по дороге к демократии. Мы ожидаем, что Украина, получив реальную поддержку со стороны США, перейдет к реальным шагам по блокированию торговых возможностей для подпитки режима в Беларуси. Что мы можем увидеть с вами в ближайшие дни? Первое. Реальную поддержку действиям со стороны США для Украины. Второе. Попытку России или отказ ее под угрозой небывалых санкций со стороны США возобновить военные действия на востоке Украины. Третье. Попытку России использовать полезного идиота. Да простят меня, как бывшего министра культуры, за это определение. Для провоцирования реального военного столкновения на границе Беларуси с Латвией или одной из 3 стран ЕС, соседей Беларуси, для чего будет использован искусственно созданный диктатором миграционный кризис. Что делать нам, белорусам? Первое. Хватит тащить на себе лясенку. Кто не знает этого слова, у белорусов так называют мешковину, в которой переносят высохшее сено. А впрячься всем демсилам от блогеров-экономистов, блогеров-публицистов до тех, кто продемонстрировал большие связи в истеблишменте Вашингтона и Брюсселя, и присоединить свой вагон Беларуси к поезду США, Германия, Франция, Украина. Или обеспечить такой уровень взаимодействия, чтобы сформировать свой состав. Второе. Использовать все силы и сферы влияния, чтобы исправить техническое решение МВФ о выделении заимствований режиму Беларуси в размере 1 миллиарда и не допустить второй транш в 3 миллиарда долларов. Для этого нужно обеспечить стратегическое взаимодействие офиса и НАУ. Третье. Сформировать общую рабочую группу для продвижения вопроса о признании режима международной террористической организацией. Нам всем, белорусам, важно понять и принять, что без нас никто за нас. Подготовка к забастовке, партизанское движение, мобилизационный план «Перемога». Время действовать. Не мы его выбрали, оно пришло с нами. И за нами расчет и результат.